Хау, я Игорь. С наступающим вас Новым годом. И у нас сегодня, как вы, наверное, поняли по превьюшке, будет снова батл лапши. Производство Китай, который будет всегда, наверное, с этой стороны, и производство России. Возможно, России. Ну, раз в российских магазинах продается, ну, посмотрим по производству. Чье производство именно этой лапши. И так как я снимаю этот ролик до публикации предыдущего ролика с битвой лапши, так что я не знаю вашего мнения, понравился вам такой формат или нет, и записываю еще один ролик, и если этот формат вам зашел более-менее, то его выпущу, а если нет, то, к сожалению, вы его не увидите. Угу. Итак, сегодня у нас представитель правого угла. Магазин Лента. Лапшичка быстрого приготовления стоимостью 100 рублей. Она также есть на Алиэкспресс, подешевле, правда. Ну и давайте посмотрим все-таки, производитель этой лапши вообще кто? Ты кто? И кто тебя сделал? Итак, почитал я, оказывается, это у нас битва будет не российского производителя лапши. Доширак-то вроде наш как бы российский производитель был, наверное, не помню. А тут у нас представитель Польши. Польская лапша быстрого приготовления, производитель Польши, и ее представитель здесь ООО «Лента». То есть, по сути, кроме ленты, ее, наверное, скорее всего, нельзя нигде купить. Так что сегодня у нас в правом углу поляки спрятались и ждут в засаде этой битвы. А второй претендент, давайте смотреть, изготовитель. Город Сеул, Республика Корея. В левом углу у нас корейцы. Обе эти лапши можно купить на Алиэкспресс. Это в ленте стоит 100 рублей, на Алиэкспресс подешевле. Это не помню, честно, сколько стоит. Больше 100 рублей, по-моему. Ссылки на товар будут в описании, если интересно, приобретайте. Итак, Польша против Кореи. Первый раунд. И давайте оценивать внешний презентабельный вид. Так, сейчас распакуем корейца чуть-чуть. Снимем с него кимоно. Итак, смотрите, красивая розовая пачечка. Shrimp flower. То есть аромат грибов, получается шампиньонов, наверное. Ну, вот грибочки тут нарисованы. Такая розовая красивая пачечка. Вполне презентабельная. Балл получают корейцы за упаковочку. Я не знаю, вот у меня получается на записи заглушится, нет вот эта музыка из окна или нет. Надо же подъехать обязательно к окну, когда я снимаю, и врубить музон свои точили. Это приора заниженная. Ой. Местная молодежь, что ж сделаешь. Так что в первом ролике, скорее всего, может даже и не Россия против Китая сражались. Но будем считать так. Впредь постараюсь читать название. Итак, польский представитель. Довольно-таки такая неплохая упаковочка, которая вот здесь, смотрите, есть лента, которую можно скрыть. Ну, видать, для того, чтобы готовить и чтобы не мешалось она. Наверное, так. Либо что в процессе приготовления можно было читать. Хоп, снимаю. А, water-линия, вот смотрите, здесь есть. Это линия воды, как раз вот по эту ризочку. Смотрите. Вот за такое новшество, да, что ты можешь отдельно взять. Так, ее хоп. И вот за такую красивую крышечку. Смотрите, какая у них красивая прямо она крышка. То есть, вот в отличие от этого представителя, да, где мы сейчас оторвем, потом придется ложку сверху ложить. Здесь можно закрыть такой шикарной крышечкой, в ней дырочки для перфорации. За упаковку 2 балла полякам. Прям стопудово 2. Давайте, открывайте. Вот тут даже есть типа инструкция. Открываем, заливаем 3 минуты, сливаем, добавляем соус. Смотрите, то есть воду надо слить и добавить соус. Давайте-ка попробуем пойти по инструкции. У нас корейский представитель. Что пишет по поводу? Способ приготовления. Приоткрыть крышку, добавить по вкусу содержимое пакетов, залить кипятком и подождать 3 минуты. Обычный способ, а здесь, видите, прям
Они прям специально так сделали, чтобы тебе это хоп на глаза попалось, и ты понял, что это нифига не простая лапша. Это замудренная польская лапша. Итак, смотрим. Этот, наверное, может не понадобится, как и это. Польская лапша. Вот такая вот она какая-то бледная. И тут зелень сразу. И вот это соевое мяско, скорее всего, или гренки. А нет, гренки вот они, коричневые, по-моему. Короче, попробуем. Ну, за вид лапши, что она вот такая сразу. С приправкой. 1 балл получают поляки. И 1 балл за 1 пакет. Итого 2. И давайте, чайник у меня стоит сразу. Зальем поляков водичкой по ватерлинию. Хлоп. И уберем. Пускай пока поляки у нас настаиваются. Хлоп. Все. Положим сверху пакетик и переместим сюда поляков. Переходим к представителям Кореи. Открываем пачечку. Тоже одна приправа. 1 балл за приправу. Ну и также, смотрите. Тоже здесь зелень, соевое мяско, морковочка. Но лапша уже, смотрите, какая желтая и аппетитная. Там она какая-то бледная, а здесь желтая. Так что за лапшу корейцы получают 2 балла. И я опять, кстати, начал сбиваться. Я пытаюсь себе там писать циферки, но сбился, короче. По итогу посмотрим в конце. И также тут есть ватерлиния. Ризочка вон там такая вот. По эту ватерлинию сейчас зальем. Засыпаем приправы по вкусу. Хлоп. Ну, обычный порошочек там. Ничего такого примечательного. Сейчас вот так вот сделаем. Оп. И накрываем крышечкой. Ну все, ждем 3-5 минут и перейдем к самому интересному, к битве, к этой пищевой, ротовой, вкусово-сосочной битве. Для вас пролетит мгновение, а для меня 5 минут. Ну а перед тем, как мы начнем нашу битву титанов, я хочу вам сказать, что на Алиэкспрессе очень тяжело искать продукты питания. Такой категории основной нету в категориях. В поисковик выдает всякую ерунду и очень сложно найти что-то годное. Для этого у меня есть телеграм-канал и группа в ВК, где я долгими, кропотливыми трудами добился, нашел что-то, выкладываю. И если интересно, кому что удобнее, группа в ВК, либо телеграм в канале, подписывайтесь в описании ссылочки. Также в описании есть ссылочки на YouTube каналы моих друзей, Вована и Паши. Переходите на них, подписывайтесь. И есть телеграм-канал и группа по товарам с Алиэкспресс. Тоже подбирают много чего интересного. Приходите, подписывайтесь, если вам это интересно. Ну а у нас лапшичечка подошла. Больше 3 минут явно прошло. И давайте у нас. Корейцы все-таки любители есть палочками. А поляков мы будем употреблять ложечкой. Смотрим. Сейчас я оторву эту штучку. Итак. Смотрите. Вот такая вот у нас чудесная получилась лапша. Сейчас все это перемешаем. Вон морковочка какая плавает. Вот эти вот мышиные шарики. Как я любил их в дошираке. В очень-очень далекой молодости приходилось мне часто питаться такими вещами за отсутствием денег. И почему-то сейчас меня настигает та же участь. Раньше я это делал от того, что у меня не было денег, а сейчас я делаю от того, что мне делать нечего. Судьба, судьбинушка. Итак, вид лапшички, смотрите. Бульон, какой-то прозрачный, такой не особо яркий. Но лапшичка прикольная. Я думаю, корейцы заслужили 1 балл. И давайте перейдем к самому интересному. Я вот тут уже приготовил чашечку, чтобы слить наше это добро. Тут вот показано стрелочками, что отсюда именно надо выливать. Стакашечка горячая. Типа сливаем воду.
А, а, как горячо. Все как по инструкции. Сливаем воду. Там жиринки плавают. Ну и половину зелени у нас вылилось. Давайте попробуем бульон, чтобы потом сравнить. Вода с мукой. Итак, открываем. Вот она. Смотрите, лапша получилась какая-то белая. Да? Прям белая-белая, смотрите. Она изначально была такая невзрачная. Ох ты, сколько зелени, смотрите. Прям много ее тут. Офигеть. И добавляем туда наш соус. Выливаем. Он наподобие какого-то соевого, что ли. Все сверху на крышечке лежал, такой тепленький. Да. Прям запахло соевым соусом и еще чем-то. Не пойму чем. Хорошенечко все это перемешиваем. Вот, как смог, так перемешал. Получилась такая, типа в каком-то соусе. Лапшичка, не знаю, свет хорошо падает, нет, видно. За отсутствие бульона, то есть, балла нету им, а за вид лапшички, поставим, наверное, поляка балл. Как-то вот у них зеленушечки тут много, прикольно, это все так зелено. Тем более на фоне Нового года зелень радует. Ай, чуть не сломал себе компьютер. Ну и давайте я, наверное, корейцев попробую в конце, потому что меня пугает, что у них может быть остро. А вот поляков можно начать пробовать сейчас. Итак, переходим к самому основному раунду. Это файту. Жесткому файту. Mortal Kombat. Не знаю. Битва лапшичных гигантов. Пробуем. Обалденно. И лапша вкусная. За лапшу бал. И она прям классная такая. Не острая совсем вообще. Вкусная топовая лапша. 10 из 10, так что 10 баллов полетели в сторону Польши. Молодцы, молодцы. Прикольную лапшу сделала. Мяско это какое-то, что ли, попалось? Явно причем не как дошираки такое. Прям как будто не соевое, а похоже на натуральное. Бал за это. Прям вот наткнулся я на него, на этот кусочек. И прям это. Вот, смотрите, видите? Вот. Такие. Блин, это натуральная курица. Это натуральная курица. 2 балла за это. Даже не 1, а 2. Вот он еще. Натуральное мясо в польской лапше. Круто. Круто. Я не могу остановиться. Может, даже не стоит пробовать корейцев. То бы еще не огорчат. Итак. Пробуем бульон. Ну вот, нет. Давайте попробуем, раз мясо мы там в конце пробовали. Пробуем здесь. Вот он, такой кусочек. Мышиной радости. Соя. Так что даже не буду давать баллы за это. И давайте попробуем бульон. Такой неплохой бульончик. Бал. Что-то такое похожее с грибами есть. Ну и переходим к лапшице.
Какая-то безвкусная. Вроде все хорошо перемешалось. Ну, какая-то она прям не имеет вкуса. Так что балл они за это не получают. Моя оценка общая. Не знаю. Какая-то она такая. Какая-то она. Сильно простая, что ли. Где-то 6 из 10. Так что 6 баллов отправляются у нас в Корейскую Республику. Если я не ошибаюсь, по моим приблизительным подсчетам, счет у нас где-то 12-18. По-моему, так. Ну, вы-то циферки здесь видите, а я-то их, к сожалению, нигде не наблюдаю. Но явный большой перевес свидетельствует, что лапша производства Польша гораздо лучше лапши производства Корея. Даже вот достану, чтобы было хоть немножечко понятнее. Итак, победителем в нашей битве сегодня я назначаю Польшу. Если найду фанфары, что-нибудь такое поставлю обязательно. Ну, оба товара есть и на Алиэкспрессе. Такой товар точно есть в ленте, наверное. Ну, раз у них представитель их не ООО «Лента». Ссылочки на эти товары есть в описании. Переходите, берите, пробуйте. Проведите свой батл. И напишите мне потом в комментариях после этого батла, какая лапша выиграла именно у вас. А я с вами прощаюсь. А самое главное, помните, все ссылочки в описании. И не вещи красят человека, а то, что у него внутри. Чао! Все ссылки на товары и на мои соцсети в описании. Спасибо всем, кто подписывается, оставляет комментарии и ставит лайки.